На этот раз мы сделаем долгожданный стол из лего. Применив интересные новые технологии, у нас получится сделать столешницу в виде картины, выложив ее из лего. Это надо видеть. Приятного просмотра. Столешницу я решил сделать из такого вот интересного набора. Это бесконечный фотоконструктор от Mozabrick. Ну, бесконечный, если вы, конечно, не собираетесь залить его в эпоксидку. А я, к слову, собираюсь. В чем его суть? Из маленьких элементов конструктора 5 градаций цветов можно собрать любое фото в стиле пиксель-арт. Собирается он на вот таком основании. Конкретно в моем случае это набор размером S, 51 на 51 сантиметр. Но в ассортименте есть и L, 76 на 76 сантиметров. Когда основание готово, осталось определиться с фотографией. Тут я долго не думал и выбрал фотку моего помощника, которого, к сожалению, уже нет с нами. Знаю, что многие его помнят, да чего уж там, многие только из-за него и подписались на канал. Дальше все предельно просто. Выбираешь любую свою фотографию, заходишь на сайт, загружаешь фото и выбираешь понравившийся макет. Тут же получаешь на почту инструкцию по сборке и можно приступать. Чем мы и занялись. Вообще эта штука действительно бесконечная. Если вам надоест предыдущая картина, всегда можно разобрать ее и сложить новую. Но я решил немного усложнить себе жизнь и сделать картину на разных уровнях. Когда первый уровень уже выложен, я занимаюсь опалубкой. На лазерном станке вырезаем бортики из пластика. Следующим этапом сооружаем опалубку. В основание я заливаю очень густой состав под названием Extra Honey от Artline. Во-первых, этот состав очень быстро высыхает, а во-вторых, он действительно густой. И это позволит зафиксировать опалубку на своем месте, не боясь, что смола убежит через стыки. Уже собранное основание с первым слоем картинки кладем на смолу. Добавляем немного груза для того, чтобы основание не всплыло. И уже через несколько часов заливаем основной слой. На этот раз используя более жидкую смолу под названием Wood Pro. Теперь пора заняться подстольем. В основу я кладу стекло и вокруг него сооружаю опалубку. Смола на самом деле не очень хорошо отходит от стекла, даже от идеально глянцевого, поэтому я наношу разделительный состав, а дальше все по старой схеме. Первый слой я лью густую Extra Honey. Для того, чтобы подстолье не выбивалось из общей концепции, я решил сделать его из элементов лего. Тем временем первый слой столешницы схватился, и можно собирать картину дальше. Понятное дело, что элементы уже не получится закрепить на основании, поэтому делаем вот такой шаблон из картона. И уже на клей раскладываем следующий слой. Перед тем, как заливать смолу, я решил сделать небольшой уклон, для того, чтобы финальный слой смотрелся еще более интересным. В итоге, по задумке, нос будет уходить вроде как в перспективу. Оставляем финальную заливку сохнуть и снова отправляемся к подстолью. Первый слой схватился, и мы заливаем основной финальный слой. Как вы видите, смола выглядит мутновато, но так и должно быть. По мере полимеризации она будет становиться кристально прозрачной, в чем вы очень скоро сможете убедиться. Итак, финальный слой картины. Тут все по старой схеме. Трафарет, клей и кубики. Ну и, конечно же, имя главного помощника.
В итоге получилась вот такая картина. Спустя несколько дней снимаем опалубку. В этой заготовке находятся две ножки. Именно поэтому и располовиниваем ее. Столешница выглядит вот так. На самом деле я очень доволен и могу сказать, что это действительно крутой конструктор. А особенно приятно, что их делают наши соотечественники. И производятся они в России. Так вот, Mozabrick.ru — это официальный сайт и интернет-магазин производителя. Для наших подписчиков там действует скидка в 20%. Ссылка на магазин и наш промокод есть в описании к ролику. А мне осталось довести все детали до финального красивого вида. Так как под прошлым видео очень много было комментариев о том, что изделие недоделано. Кстати, этот коммент и отправляется на нашу стену. Да, вы правы. Все из-за спешки, но мы уже пересмотрели подход к работе, и все это благодаря вам. Спасибо большое, такого больше не повторится. Также по доброй традиции на стену отправляются все новые спонсоры канала. А тем временем я отшлифовал, покрыл лаком и отполировал всю конструкцию. И теперь уже можно оценить результат. Обязательно пишите свои комментарии, как вы видите, они не остаются без внимания. А вам спасибо за просмотр и добра от топора.